Сегодняшнее утро что-то не заладилось, капитан Буцыкин не выспавшийся, а потому сердитый умудрился порезаться безопасной бритвой, когда брился. Потом долго искал подходящий клочок бумаги, чтобы залепить место пореза, как делал в молодости. В конце концов пришлось воспользоваться оторванным уголком страницы книги. Кроме туалетной, никакой другой бумаги в доме не было, но воспользоваться той для несвойственной ей цели капитан не решился. Тетрадки сына первоклассника не в счет, от них даже грамм не оторвешь, заметят сразу. Хорошо, что супруги и сына уже не было дома. В беготне с этим порезом забыл посолить яичницу, которую готовил себе на завтрак. Оставленные женой сардельки, хоть и пахли приятно, показались чересчур солеными, поэтому Стас решил оставить их на потом и сунул в холодильник. Ну и в завершении разлил по всему столу только что сваренный кофе, зацепившись за ножку. Сам чуть не обжегся. Пришлось все поднимать, протирать, сушить. Варить новый кофе времени уже не было. После этого настроение было ни к черту. Да еще мысли о задержанном Аверине, подозреваемом в убийстве инспектора, не давали покоя. Наверное, именно из-за него он и не выспался. Нет, формально-то основания для задержания были, но уж больно все очевидно. И протокол с фамилией на виду, и кровь на ботинках, кровь на обрезке трубы и перчатки рядом с ней. Капитан не сомневался, что экспертиза даст положительное заключение по следам о принадлежности их этому Максиму, что и настораживало. Когда люди ссорятся и бросаются в драку, медицинские перчатки сначала не одевают. В крови были бы руки, одежда, а тут перчатки. Да и инспектор по виду не слабак, здоровее этого. Легко мог дать сдачи, а получается, дал себя убить. Получается, что этот парень сначала неожиданно ударил инспектора по голове трубой, вырубил его, потом надел перчатки, разбил лейтенанту нос, накапал на ботинки, замазал перчатки, взял и наследил кровью на трубе, потом ее спрятал и перчатки рядом оставил, а протокол в машине на видном месте, чтобы его сразу нашли, уж очень все сложно. Да и как ботинки можно закапать брызгами крови лежащего на земле трупа? Наверное, все же он не прав. Или наоборот... У Аверина жена следователь. Может, это она всю партию по нотам разыграла. Звонил он ей вчера или нет? Пробили звонки с его телефона или нет? Перед задержанием точно звонил, но не дозвонился. А раньше? Ладно. Посмотрим, что он сегодня скажет после беседы с зэками. Синий должен постараться и все сделать как надо. А если этот не захочет по позорной статье сидеть, может и чистосердечное признание написать. Тогда все в цвет. Посмотрим. Максима пригласили на допрос вскоре после завтрака. Завтрак был, конечно, так себе, но и ему проголодавшийся Максим был рад. Тарелка пшённой каши, вот только на воде, без масла и сахара, чай хоть и бледненький, но с сахаром, да и хлеб белый и не очень чёрствый. Выбирать не приходилось. Максим вспомнил военные сборы после 5-го курса института и то, чем их курсантов кормили там повара дембеля, кавказцы. В первый день он даже не смог съесть суп, больше напоминающий бурду из лапши, который давали как первое блюдо в обед. Таким он был густым и невкусным. На завтрак следующего дня он, замученный, как и большинство однокурсников, зарядкой и 3-километровым кроссом, уже с аппетитом ел что-то похожее на запеканку из лапши, про которую потом сказали, что это и был тот самый вчерашний суп, оставшийся с обеда, просто еще больше загустевший за ночь. Нет, сейчас в тюрьме, Макс про себя называл камеру ИВС тюрьмой, кормили лучше, чем в российской армии в его студенческие годы. Старший лейтенант Виктор Трубин появился в кабинете уже после того, как туда привели подозреваемого во вчерашнем убийстве. В попыхах он даже не посмотрел на сидящего у стола Максима, а когда отдышался и взглянул, то увидел совсем другого человека. Нет, номинально подозреваемый был тот же. Рост, вес, форма лица, цвет глаз, цвет волос – все то же, что и вчера. Вот только это был другой человек. Вчера перед ним и его напарником, капитаном Буцыкиным, сидел молодой парень, который наверняка впервые в жизни столкнулся с серьезной проблемой, отчаянно защищающийся и пытающийся доказать, что он не убийца, чем напоминал молодого бойцового петушка. Сейчас перед ними сидел уставший мужчина с едва различимыми морщинками возле глаз, затаивших что-то, чему и выражение подобрать было невозможно, и с каким-то безразличием ко всему окружающему. Вот он, похоже, знал и что нужно получить, и как это сделать. Вид его Трубину не понравился.
Капитан тоже заметил перемены в подозреваемом, но в отличие от лейтенанта был этим доволен, и весь его облик выражал удовлетворение своей предполагаемой правотой. Ведь он говорил, что этот Аверин не так прост. Наверное, Синий постарался, и все радужные надежды на объективную справедливость и свою жену, следователя, у того улетучились. «Максим Сергеевич, вы ничего не хотите нам сказать?» Вместо элементарного приветствия заявил капитан. Виктор, понимавший, наверное, все-таки больше капитана, ослепленного надеждами на воздействие своего подневольного зэка на Макса, смотрел на того совсем по-другому. Максим безучастно, как бы мимоходом, глянул пустыми глазами на капитана, потом перевел уже осмысленный взгляд на его напарника, словно решая, а стоит ли говорить с ними. Потом все же решился. «Хочу...» – неопределенно начал он. «Хочу сказать, что за свою жизнь, еще в студенчестве, я 4 раза обращался к вам за помощью как потерпевший. Я имею в виду полицию. И ни разу. Слышите?» Тут он четко повернулся к капитану, адресуя слова именно ему. «Ни разу я никакой помощи от вас не получил. 3 обращения по кражам и 1 раз. Последний – по разбою. И ничего. Я даже не знаю, заводили уголовные дела по этим случаям или нет. Скорее всего, нет. От меня даже заявления не принимали. Просто какие-то слова говорили, лапшу на уши вешали, обещали и все». Он замолчал, задумался, стоит ли продолжать, но увидев изменившееся выражение лица капитана, с благодушно обещающего на злобно осуждающее, решил продолжить. «А сейчас я зашел сюда, с другой стороны, как подозреваемый, не без вашей помощи». Он продолжал уже напряженно смотреть на капитана. «А здесь еще хуже. Если там просто равнодушие, желание отбрехаться от висяков, то здесь настоящая подлость. Причем подлость к человеку, вина которого еще не доказана. Даже у зэков какие-то понятия есть, а у вас нет». Он, поджав губы, грустно покачал головой. «Выходит, вы хуже зэков». Капитан со злостью сжал кулаки и в негодовании уже привстал, собираясь разразиться гневной тирадой, но лейтенант успокаивающе махнул рукой. «Пусть говорит». И Макс продолжил. «Это ведь ты, капитан, подослал свою шестерку. Синего, чтобы он мне статью в камере при всех подправил на позорную, чтобы зэки надо мной поиздевались. Авось я сломаюсь, соглашусь на сотрудничество и возьму на себя статью, хоть и тяжелую, но в тюрьме уважаемую. Плевать, что я никого не убивал. Плевать, что у меня маленький сын. Тебе надо дело быстрее закрыть, галочку получить, а там 3-4 таких раскрытия. И звездочка еще одна». Максим строго посмотрел прямо в глаза капитану. «Не тяжело жить так, капитан. Кошмары по ночам не мучают». Капитан, уже готовый взорваться, как ни странно взял себя в руки. Он вспомнил, что у этого сопляка все же жена-следователь, и обо всем, что здесь произойдет, если он вспылит и разнесет этого, ей рано или поздно будет известно. Как она себя поведет? Да уж молчать не будет. Еще телегу в УСБ накатает, что избивали. Своего напарника, который вчера его хоть и осудил, капитан не опасался. Беседовал он с Синим 1 на 1, так что надо просто сейчас себя правильно повести. И он попытался. «Вам никто не давал права здесь так разговаривать. Мы не в ресторане и на «ты» не переходили. Я в ваших сентенциях не нуждаюсь, а просто делаю свою работу. И к вам, между прочим, обращаюсь как положено. Потрудитесь и вы вести себя подобающим образом. Ни про какого Синего я знать не знаю». Капитан спохватился, вовремя вспомнив, что при лейтенанте, да и при Максиме просил сержанта привести того к себе, но даже не смутился. «Вернее, знаю, но вызывал я его совсем по другому поводу. А что вам когда-то в помощи полицейские где-то отказали? Вот там претензии и предъявляйте. А то, знаете, за оскорбление при исполнении еще статью добавить можно». Максим его перебил, говоря неторопливо, но веско. «Капитан, а что, первая статья по убийству уже доказана, что ты мне еще одну паяешь, да ты никак запугать меня хочешь». Издевательски, используя знакомый капитану лексикон, ухмыльнулся он. «Это вчера ты был для меня вы, когда я еще твоей сущности не знал. Думал, ты действительно разобраться пытаешься, а сегодня я точно знаю, что для тебя люди – мусор. Ты невиновного человека на растерзание зэкам хотел отдать, только чтобы свою вымышленную правоту лживую доказать. Чтобы, по-твоему, было». Максим говорил уже с ожесточением, потом вдруг резко сменил тон на совершенно безразличный. «Поэтому ты для меня никто, и звать тебя никак. И сделать ты мне при всем своем горячем желании ничего не сможешь». Помолчал, словно думая, говорить или нет, потом все же решился. «Потому что ты здесь уже не работаешь, просто ты этого еще не знаешь.
Лейтенант – напарник Буцыкина, весь превратившийся в слух, в буквальном смысле открыл рот. Да и сам капитан что-то спал с лица, не понимая, что происходит. Никогда еще никто, даже самые отпетые зэки с ним так не разговаривали. Пугали, да, грозили, да как еще, всякое бывало. Но чтобы вот так спокойно и... Такое, надо же, не работаешь. Максим немного помолчал, ожидая реакции, не дождался. Дальше он говорил, обращаясь только к лейтенанту, а о капитане упоминал только в третьем лице, словно того и не было в кабинете. «Он у вас эпилепсией болен. Просто не знает, я-то вижу. Я патологоанатом, много чего повидал. И таких эпилептиков не раз видел. Сейчас у него эпилептический припадок случится. Видите, он уже принюхивается, это аура, запахи для него необычные. Потом сознание потеряет, судороги, начнет головой об пол стучаться, непроизвольное мочеиспускание, пена изо рта пойдет. Вы как думаете?» К лейтенанту Максим обратился на «вы». «Может человек с эпилепсией служить в органах?» С горечью на лице решил пошутить. «Пусть даже внутренних. То-то и оно». Капитан пытался осмыслить услышанное. Пытался, но не мог. С каким-то неестественным выражением лица, где одновременно отражались и страх, и изумление, и никуда не девшаяся злость, он смотрел на Макса и молчал. А Макс решил добавить вишенку на торт. «Да, капитан, а синий-то твой в больничке загорает, если жив еще. Язва у него в желудке от непосильной ноши лопнула. Много ты на него взвалил. Так что и здесь у тебя промашка вышла, перестарался. Жалко, наверное, подельника. Хотя вряд ли. Тебе ведь никого, кроме себя, не жалко». На этом его речь сначала обличительная, потом уничижительная, которой он и сам, похоже, был не рад, кончилась. Дальше все произошло практически так, как и описывал Максим. Капитан, крепко вцепившись в край стола, пытался встать. Через пару секунд закрутил головой, сделал несколько глубоких вдохов, словно действительно принюхиваясь к чему-то. Потом потерял сознание, лицо его покраснело, он упал на пол и вытянулся. Тело его выгнулось дугой и напряглось так, что пола касались только затылок и пятки, и длилось это секунд 10 или чуть больше. Все это время капитан не дышал. Потом он вдруг расслабился, спина упала на пол, и появились судорожные подергивания руками, ногами и головой, которые с каждой секундой становились все сильнее и сильнее. Дыхание стало хриплым, шумным, изо рта появились хлопья белой пены, пузырящейся и стекающей по подбородку. Голова с тяжелым глухим звуком билась об пол точно так же, как локти и пятки согнутых в коленях ног. Только звук от ударов головы был значительно сильнее всего остального, и это напугало лейтенанта так, что он с большой опаской стал смотреть на Максима, словно интуитивно видел в нем источник бед капитана. Максим через несколько секунд, как голова капитана застучала затылком о пол, метнулся к нему, опустился возле его головы и положил ее себе на колени. Шум в кабинете сразу уменьшился, но ноги и руки еще пару минут дергались и стучали по полу. Это было уже не страшно. «Полотенце дай!» – резко крикнул Максим лейтенанту, опустив все условности обращения на «вы» не до сантиментов. Полотенцем вытер пену с лица, потом даже залез в рот и протер там, повернул голову на бок. Капитан стал дышать спокойнее, хрипов стало меньше, краснота лица постепенно исчезала, потом он совсем успокоился. Руки и ноги перестали дергаться и стучать по полу, но на брюках расплывалось большое мокрое пятно. Максим осторожно положил его голову на пол, поднялся и отошел в угол. Сейчас он будет спать минут 30, и будить его не стоит. Скорую вызывайте, пусть увезут в неврологию. Там покрутят, полечат. Потом надо будет в области у эпилептолога обследоваться. Максим говорил в общем, ни к кому прямо не обращаясь, хотя народу в кабинете к тому моменту собралось немало. А вот со службой придется завязать, как о само собой разумеющемся закончил он. Когда все еще спящего капитана унесли на носилках в машину скорой помощи, старший лейтенант, оставшийся в кабинет наедине с Максом, вроде и не обращаясь прямо к нему, укоряюще посмотрел и сказал: «А у него сын маленький, в 1 классе». Максим, не поднимая головы и тоже говоря в никуда, ответил: «Он все же со своей семьей останется, только работу поменяет». Помолчал, потом посмотрел прямо на лейтенанта. «А я бы мог лет на 10 загреметь, или больше, и сын бы рос без меня». Лейтенант отвел взгляд, словно признавая правоту Максима.
Старший лейтенант Виктор Трубин, напарник внезапно заболевшего капитана Буцыкина, сидел в кабинете начальника городского управления, вызванный полковником для разъяснения ситуации в их отделе. Полковник был раздражен и не скрывал этого. Он нервно ходил по кабинету и, словно не зная, куда девать руки, то закладывал их за спину, то засовывал в карманы кителя и поглядывал куда угодно, но только не на лейтенанта. «Скажи мне, Трубин», – менторски вопросительным тоном вещал начальник, «почему это мне сегодня чуть не с самого утра звонит прокурор и требует разобраться с вашим отделом? Вы чего там натворили? Вы что, совсем охренели? Ничего умнее придумать не могли, как мужа следователя прокуратуры, врача, как какого-то забулдыгу забрать и посадить в камеру к зэкам только из-за того, что его инспектор ДПС остановил. Похоже, полковник был в курсе всей истории с убийством инспектора, но вот звонок прокурора был для него полной неожиданностью. Виктор пытался оправдаться, вставить словечко в его обличительную речь, но пока это не получалось. Надо было подождать, пока начальник выплеснет гнев и сдуется. Это произошло только минут через 5, когда полковник действительно устал кричать, устал бегать по кабинету и тяжело опустился на стул. «Говори», – мрачно разрешил он. «Товарищ полковник», – немного подумав, начал старший лейтенант, – «основания для задержания Аверина были. На тот момент мы не знали, что у него жена следователь прокуратуры, да это бы ничего не изменило». Он увидел, что полковник протестующий поднял голову и быстро продолжил. На месте преступления обнаружен окровавленный незаконченный протокол с указанием только данных подозреваемого и его автомобиля. Почему он не закончен? Инспектор не успел, скорее всего, потому что его убили. Мы же на тот момент не знали, что и как, поэтому сразу к Аверину домой. На его ботинках кровь, на перчатках, в которых держали орудие преступления и которыми он с его слов пользовался, тоже кровь. Были разногласия со словами подозреваемого и данными осмотра места преступления. Аверин говорил, что тампонировал нос погибшему инспектору в этих перчатках, однако никаких тампонов в носу у того не было. Ну и все в таком же роде. Надо было дождаться заключения экспертов, но мы его и задержали на 48 часов. А что, ограничиться подпиской нельзя было? Также мрачно поинтересовался начальник отдела. Трубин, понимая, что своему уже бывшему напарнику он навредить никак не сможет, смело заявил. Хотя вряд ли сказал бы такое, если бы знал, что Стас вернется в отдел. Решение о задержании принимал капитан Буцыкин, как старший по званию и должности. Полковник покачал головой. Как все гладко получается, но возразить ничего не мог. Действительно, основания были. Где он сейчас? Имея в виду Аверина, все еще сторожась спросил он. «Дома, товарищ полковник, под подпиской», – облегченно выдохнул лейтенант. Эксперты дали заключение, что на его ботинках кровь действительно из носа, а не из раны на голове, и произошло это при жизни инспектора. Грязи с участка, где нашли орудие убийства, на его ботинках нет. Следовательно, он не мог его там спрятать. Да, и самое главное, мы нашли убийцу или его сообщника. Он откровенно заулыбался. Пока только на видео, но остальное только вопрос времени. Уже радостно продолжал он. А Аверин в машине один ехал, по камерам проследили. Так что это точно не его сообщник. И знать он не мог, что его инспектор остановит, чтобы все заранее спланировать, да и не нужно ему это. Начальник вопросительно поднял голову и уже с интересом уставился на лейтенанта. Окровавленные тампоны, про которые говорил подозреваемый, мы нашли не в садовом товариществе, а после того, как расширили район поисков в мусорном контейнере на заправке. Там с другой стороны забора, где-то с километр, на трассе заправка. Вот он и выкинул туда эти бинты. На огородах мы бы их все равно нашли, а так мусор вывезли бы и концы в воду. Только он не подумал, что там камера видеонаблюдения есть. Вот он туда и попал. Ищем. Успокоившийся и, похоже, удовлетворенный полковник молчал довольно долго, усваивая информацию, которую надо было озвучить прокурору города в ближайшее время. Потом заговорил о другом. «Да, а что там с Буцыкиным? Я что-то ничего не понял». Трубин, пожимая плечами, не стал упоминать о пророчестве подозреваемого, хотя подспудно что-то ему в этом не нравилось, даже угнетало, а просто заявил: эпилепсия откуда-то взялась. Прямо во время допроса приступ случился. Этот Аверин ему даже помог, он же врач. Решил задобрить он и без того остывшего начальника. Знал бы он, как помог бывшему капитану Максим Аверин. «Макс, я думаю, что ты не все мне рассказал».
Лена лежала рядом, повернувшись к Максиму, и все еще пыталась разобраться в его криминальной истории, которую и без того знала почти наизусть. Не зря она считалась не самым последним следователем в прокуратуре, логичным и целеустремленным. При необходимости она могла разговорить кого угодно – ребенка, бомжа, малограмотного работягу или высокообразованного эстета, да так, что установившийся психологический контакт со свидетелем, подозреваемым или обвиняемым иногда сохранялся и после завершения следствия и суда. А вот в истории с Максом ей что-то не нравилось, а что она и сама пока не могла понять, поэтому еще и еще раз вызывала Макса на откровенный разговор. О его тягостных, неуместных, невозможных похождениях, которые, как ни печально оказались реальностью, она уже знала, и до возвращения Макса домой тяжело переживала, все никак не могла поверить, что это происходит с близким ей человеком. С возвращением Максима переживания были задвинуты в самый далекий уголок души. Пусть подождут, когда можно будет дать волю чувствам, но не сейчас. Переживаниями помочь стать Максу прежним, а он изменился, еле не видеть было невозможно. Их место заняли трезвый ум и умение анализировать, да еще бесконечная нежность. Так и хотелось прижать этого оболтуса к себе и не отпускать его, пока он не забудет все и не станет прежним Максом, спокойным и в то же время веселым, бесшабашным и одновременно рассудительным, непредсказуемым и все же обязательным, таким, каким она его любила. Максим, запрокинув руки за голову и уставившись в темный потолок застывшим взглядом, думая о чем-то своем, промолчал. Потом, все же не поворачивая головы, с трудом подбирая слова, словно боясь ее обидеть, сказал: «Лена, я не хочу возвращаться к этому. Не потому, что мне неприятно. Это уже в прошлом. Я просто боюсь, что ты не так меня поймешь. Нет, не то. Ты просто мне не поверишь». Лена, что Максима удивило, добродушно рассмеялась. «Макс, ты дурак. Я в светящихся мертвецов твоих поверила сразу, когда ты от страха по телефону орал как ненормальный. Если помнишь, я их даже в глаза не видела. А это знаешь? Вот ты бы поверил. Думай, прежде чем говорить». Потом с какой-то непередаваемой теплотой погладила его по щеке. «Макс, на Земле 7 миллиардов человек. 7 миллиардов – это очень много. А у меня близких людей только ты, Алёшка, да мама. Ну, и твои родители тоже, по-настоящему близких. Понимаешь? Всего 5 человек из 7 миллиардов». Она сделала паузу, словно давая Максиму время осмыслить ее слова. Слова были непростыми, он никогда не думал об этом. «Даже если бы это ты убил инспектора, я в первую очередь попыталась бы тебя понять», – продолжила она. «Понять, но не осудить сразу, потому что я уверена, ты не мог этого сделать. И если ты хоть секунду сомневаешься в этом...» Она внезапно замолчала и отвернула голову, тоже уставясь в потолок. Максим не спешил со словами оправдания или утешения, потом, все же приняв нелегкое для себя решение, повернулся к жене. «Лен, я не убивал инспектора. Правда, но не все так просто. Я даже не знаю, с чего начать». Елена опять моментально повернулась к нему. Следователь победил, но молчала, боясь спугнуть решившуюся на разговор нерешительность Макса. «В общем, я не совсем нормальный человек, вот». Она рассмеялась легко и ласково. «Я это знаю, только что говорила. Ну и что, ты не самый плохой ненормальный?» «Нет, это не то, что ты подумала. И это не шутка, Лен, я серьезно». Лена притихла. «Это я виноват, что у инспектора кровь из носа побежала, и что у него понос до этого был». Даже в темноте, еще до того, как Лена заговорила, было понятно, что она крайне удивлена. «Понос? Какой понос, Макс? Давай подробнее. Вот же следователь». Максим собирался еще целую минуту, потом все же решился. «Ну, в общем, инспектор, который меня тормознул хоть и правильно, но повел себя неправильно. Будто я никто, хлам и пыль, а он сделает со мной все, что захочет. Так и сказал. Будешь в суде свою правоту доказывать, если будет с чем». Получается, если бы я диктофон включил, он бы себя так не повел. А так свою власть продемонстрировать, над человеком поглумиться, когда ничего не грозит, выходит, можно? Мне показалось, что он даже удовольствие от этого получает. Я не спорил, что скорость превысил, сказал, что согласен штраф заплатить, так он головы не повернул, будто я пустое место. Ну, я и психанул тогда. Сказал: «Чтоб тебя пронесло, Аглоеда». Максим грустно улыбнулся, вспоминая недавние события. Лена его не торопила. Через 5 секунд он за забор бегом. Понятно зачем.
Я, конечно, удивился. Не поверил сначала, что это я его туда отправил, а он вышел и опять протокол писать. Ну, я и сказал, чтоб у него кровь из носа пошла. Разозлился очень. Она и пошла. Он опять надолго замолчал и продолжил с явной неохотой. Вот тут я реально испугался. Чего это я из-за каких-то прав? Он опять помолчал. Потом я сам кровь остановил, только немысленно, нос затампонировал, а он меня отпустил и права вернул. Лена не то чтобы разочарована, но все же с долей скептицизма спросила. «Ну и что тут такого? Может, это просто совпадение?» «Да, честно говоря, за его высокомерие его и надо было наказать», как бы мимоходом сказала она. «Так что ничего особо криминального ты не сделал и давай успокаивайся. Я же вижу, ты сам не свой». Макс, монолог которого сегодня чередовался с длинными паузами, снова заговорил. «Это еще не все. Я в камере одного зэка конкретно в больничку отправил». Тоже мысленно. Вспомнил подходящее словечко, вычитанное где-то в фантастическом романе. «Ментально». В этом больше капитан виноват, который меня и закрыл. Максим, сам того не замечая, заговорил на эдаком суржике из обычного языка и фени, успел за 2 дня нахвататься. Он все меня на сотрудничество со следствием подбивал, признаться призывал, ведь все вроде против меня, а я ни в какую. Он этого синего и заставил всем в камере сказать, что меня за попытку изнасилования взяли. Сама знаешь, как зэки к таким относятся. Лена по роду профессии, конечно, знала и ужаснулась, что могло ждать ее Максима дальше. Этот синий все на рожон лез, видно, заказ отрабатывал. Потом с катушек совсем слетел. Максим не стал уточнять из-за чего. Кинулся на меня, разорвать или расплющить хотел. Ну, я и пожелал ему, чтоб у него язва лопнула. Рассчитывал, что он тогда хоть успокоится. Он и успокоился. Типичная триада Мондора. Лена не знала, что такое триада Мондора, но сразу поняла, что это какие-то типичные признаки лопнувшей язвы желудка. Вот здесь Лена посмотрела на Макса совсем по-другому. Внимательно и настороженно. Хорошо, что он этого не заметил. Но ведь это еще не все, блефуя с трудно скрываемым интересом, уточнила она. Макс опять взял длинную паузу, решая, рассказывать о капитане или нет. Для себя он пока не решил, прав ли он, так наказав капитана, или все же нет. Нет, не все. Я еще этого капитана наказал, за подлость его. Я думаю, что он не со мной одним так поступал. Лена посмотрела на Макса не то чтобы с явным изумлением, но как-то примерно так. И как ты его наказал? «Я его из органов уволил», – пытался пошутить Макс, а когда жена с недоумением посмотрела на него, закончил. «Я у него эпилептический припадок вызвал, тоже ментально. С ним ничего не случилось, побился в судорогах пару минут и все. Но из органов его уволят. Сама понимаешь, не может эпилептик в полиции работать». Он с явным облегчением закончил. Все. Лена, не зная, как реагировать и чего ждет от нее Максим, села, обхватила колени руками и задумалась. Через пару минут, приняв для себя решение, она вдруг спросила: «Макс, ты же «Команда» со Шварценеггером смотрел?» Максим никак не ожидал такого вопроса. Смотрел, конечно, и даже не один раз. Тогда ты помнишь, в конце его спросили, многих ли он убил? Что он ответил? «Да», — говорит, — «многих, но они все были плохие». И первая рассмеялась. Макс тоже улыбнулся, пока не понимая хода мыслей своего ангела-хранителя. «Макс», — решила не томить его жена, — «они ведь тоже были плохие. И капитан этот, и синий в камере. Особенно капитан. Ты же помнишь, Арнольд из-за дочери, похищенной, целую войну устроил, а этот капитан тоже хотел нашу семью разрушить, тебя с сыном разлучить. Только не его у тебя украсть, а тебя у него. В чем разница? Да и ты его не убил. Можно сказать, пожалел даже. Я не знаю, как бы сама поступила, а с синим... Ты бы хотел, чтобы он тебя убил или покалечил. Я лично нет, и здесь ты все правильно сделал. Макс, ты защищался, понимаешь, защищался. Чуть не по складам, растягивая последнее слово, произнесла она. Увидев, что Макс немного оживает, он привык верить своей жене, она сама повеселела. Утром после завтрака, когда Алёшка под присмотром бабушки убежал на улицу, Максим решил продолжить вчерашний разговор. Для него оставались без ответов 2, пожалуй, главных вопроса. Откуда это все взялось и что с этим совсем делать? Он имел в виду свои способности, которые с одной стороны спасли ему, если не жизнь, то уж здоровье точно, а с другой пугали своей внушительностью, если не сказать могуществом. Он это понимал, хотя до конца еще не осознавал всей своей силы. Эти вопросы он и задал Елене, когда все обычные субботние домашние дела были сделаны.
Лена молчала долго, и Макс ее не торопил. Он верил в способности своей жены, в ее умение анализировать, выделять главное и принимать правильные решения. Не сказать, что он сам устранился от решения своих проблем и переложил это на плечи жены, но точно следовал неувядающему постулату: один ум хорошо, а два, как известно, лучше. «Макс», – начала наконец Елена, – «давай начнем с конца. Что с этим делать?» Она помолчала. «Я думаю, ничего делать не надо, просто потому что мы не знаем, что это. С этим просто надо жить, как жили раньше, но никто не должен знать о том, что ты умеешь и можешь». Она смотрела на Макса, словно пытаясь понять, доходят ее слова до него или нет. Пока, судя по его ошарашенному виду, вряд ли. «Если об этом узнают, не знаю кто. Да хоть кто, полиция, медики, журналисты, блогеры, тебе. Нет, нам конец. Конец нашей спокойной жизни. Полиция или еще хуже, ФСБ тебя достанут и обязательно припомнят капитана. Даже разбираться не будет, кто из вас прав, кто виноват. Знаешь почему? Потому что в полиции он не один такой. Таких, как ни горько, много. Сам же читаешь, там у полковника миллиарды нашли, там генерал проворовался, там судья без диплома банду возглавлял. Ты для таких самый опасный враг. Они же понимают, что ты доказательства собирать не будешь. Уликами их прижимать тоже. Тебе стоит заявить, что у тебя будет болеть живот до тех пор, пока ты не расскажешь всю правду или не пойдешь в полицию. Хотя в какую полицию? Она в отчаянии махнула рукой, словно сама не веря в то, что говорит. Что касается всех остальных, врачей, журналистов, не принципиально, как только где-то что-то выплывет, все кончится одинаково, в той самой полиции. Нет, там, конечно, тоже есть нормальные ребята, вот только тебе они почему-то ни разу на пути не встретились. Она знала историю всех его обращений за помощью в компетентные органы. Если не считать последнего этого, старшего лейтенанта, а может он просто напугался, вот бы их всех запугать, чтоб нормально работали, по-детски закончила она. Ответа на первый вопрос, откуда это все взялось, Максиму пришлось ждать долго, пожалуй, час, а то и больше. Здесь он конкретно отступил от постулата про два ума, а целиком и полностью положился на свою жену, которая в очередной раз продемонстрировала чудеса аналитического мышления и умения делать правильные выводы, казалось бы, из ничего. Лена достала из сумки, с которой ходила на работу, несколько блокнотов, похожих обложками и в то же время отличавшихся разной степенью потрепанности. Нашла самый свежий, почти новый, задумчиво пролистала его, сделала какие-то выписки. Потом включала ноутбук и долго копалась там, сопоставляла увиденное с выписками из блокнота. Просмотрела ряд фотографий на телефоне и, наконец, обратилась к изнывающему от безделья и нетерпения Максиму. «Макс, как бы ты охарактеризовал свои способности? Ну, какие они? Попробуй одним словом». Макс опешил. «Одним словом?» «Наверное, необычные». Не придумав ничего лучшего, промычал он. Лена, как ни странно, обрадовалась. «В точку. Это и есть ключевое слово. Необычные. Значит, и причиной их появления должно быть тоже что-то необычное», – с торжеством закончила она. Макс задумался. В таком контексте он этот вопрос не рассматривал. А что у нас было необычного за последнее время? Как учитель к нерадивому ученику, пытаясь натолкнуть того на правильный ответ, обратилась она к Максиму. Тут Макс думал недолго, ответ был очевиден. Да, светящиеся мертвецы, конечно. Точно. Таких антиврачебных способностей, как у тебя, Лена уже подобрала наиболее точный термин к его умению. Никогда и ни у кого не было. Так. И ответила сама себе. Так. Точно так же, как никто и никогда раньше не видел светящихся мертвецов с их световым шоу. Значит... Она опять дала подсказку Максиму, но он тупо смотрел на нее, не понимая, чего она ждет именно от него именно сейчас. «Значит, будем считать связь этих явлений доказанной», – разочарованно закончила она, но тут же продолжила. «Но, кроме тебя это шоу видели и я, и Потемкин, и Борис Николаевич, травматолог, так?» Макс лишь молча кивнул головой. Что-то у него стало прозревать, но как-то пока неопределенно. Для Лены же эти вопросы были уже как на ладони. Естественно, предположить, что какие-то похожие способности могут проявиться и у каждого из нас. Вот тут Макс разинул рот. А что? Похоже на правду, даже очень. Но Лена не дала времени осмыслить ситуацию. Но есть ряд моментов, которые мы не можем не учитывать. Потемкин и Борис Николаевич только видели свет, пусть и разный.
Мы же с тобой оба, она голосом подчеркнула слово «оба», как бы это сказать, вступили с ним в контакт, подверглись его воздействию. Помнишь, я тебе говорила, что мы должны быть в равных условиях, только видели мы с тобой разные явления. Ты – свет, я – дым. Значит, что… Макс ошарашенный молчал. «Значит, и способности у нас могут быть разные», – постучала она согнутым пальцем Максиму по голове. Вроде «Эх ты, тупица». «Лен, ну ты же…» Макс еще не закончил свой вопрос, как Лена уже отвечала. «Нет, Макс, никаких новых необычных и даже обычных способностей я у себя пока не обнаружила. Пока». Она опять это подчеркнула. «У тебя, когда все проявилось. Когда ты сильно разозлился, чего-то сильно захотел. Это был толчок, запускной механизм, которого у меня еще не было. Я не знаю, что это будет, но это будет обязательно. Это проявится», – горячо и убедительно говорила она. «Может, я летать смогу. Или через стены проходить. А может, чужие мысли читать». Она ненадолго прикрыла глаза, пытаясь представить, какая прекрасная жизнь наступит тогда. «Я же тогда всех преступников переловлю», – радостно закончила она. Потом так же быстро погрустнела, понимая, что вот с последним-то у нее могут возникнуть проблемы, да еще какие. Вернулась на землю. «Это еще не все. Потемкина и травматолога твоего пока оставим за скобками. Объясняю почему». Светящиеся мертвецы – все из одного забоя, вернее, работали там, когда были живы. Значит, их связывает что-то, что в этой глубокой яме есть, и тоже необычное. Других-то связей не отслежено. Может быть, это какой-то артефакт, пока не найденный. Какое-то излучение от породы в этом забое. Науке пока неизвестное. Или что-то другое, чего мы пока не знаем. Как же она любит это слово «пока», словно уверена, что все равно разгадка рано или поздно будет найдена. А мы с тобой по черному пятну в Красноозерске гуляли. А оно из породы того же забоя на Третьем Горном, откуда все и идет. Значит, и на нас это нечто воздействовало. Может, не так, как на работавших там, но все же. Согласен? Максу ничего не оставалось делать, как только кивнуть головой. И еще пелена. Почему мертвецы засветились только тогда, когда пелена поселок окутала? И откуда она взялась? Она вопросительно посмотрела на Макса, понимая, что ответа не дождется. Вот и я не понимаю. Но связь тут тоже есть, чувствую. Потом вдруг, словно вспомнив, ушла в сторону от анализа ситуации. «Кстати, а ты знаешь, что пелена в поселке исчезла?» С удовольствием посмотрела на изумленного Макса. «Да, еще в марте. Мне Наташа, медсестра, позвонила, сказала. И еще сказала, что черное пятно перед больницей после этого сразу снегом замело, как и везде. Развела руки в стороны, мол, конец необычному пришел. Они долго сидели, молчали, потом вроде говорили ни о чем, но постоянно возвращались к анализу случившегося с ними, пока, наконец, Лена не озвучила понятную только ей мысль. «Макс, нам надо как-то в этот забой на Третьем Горном попасть», – сочувственно посмотрела на сразу погрустневшего Максима. «Иначе эта мгла никогда не рассеется». Было понятно, что под мглой она понимала совсем не серую пелену, когда-то окутывавшую поселок.